петростальский чай. Нужно обижать конус и вернуться в команду. Фуншик взяли, облепиховый, с апельсином, мята, да, это? Ну, куда ты перчатками полез? Да. Напекла блинчиков, правда, из готового теста в глобусе, который мы покупали. Но да ладно, не суть, они очень вкусные. Вот, правда, не могу никак диаметр сковороды вот этот полностью заливать. У меня раньше была меньше сковородочка по диаметру, и они прям так расплываются, там хорошо расплывались. Вот, а к этой никак пока не привыкну. И получаются такие они разноформенные. Ну, это тоже не страшно, на вкус это никак не влияет. Так что у нас блинов теперь дня на 3. А Евгений Евгеньевич здесь, он какую конструкцию соорудил, в лего играет. Ну, уже соединяет полностью все детали, всю фурнитуру, не фурнитуру, все фитинги. Вот, да будем уже его подключать, пробовать, водонагреватель. А у нас на Масленицу вчера было столько снега, такой снегопад шел, а сегодня уже все тает. Все, уже впереди обещают теплые денечки до плюс 10 градусов. Такая система у тебя, видишь, получается. Вот эта американочка, да, у нас так закрыта. Вот так раз, вода идет, да, надо ее снять. Ну, вот так будет система. Оп, закрыл американочку, чук-чук-чук-чук. Хоп, это здесь останется же, да? Вот этот крутил, болик снял. А еще у меня оставалось немножко фарша, совсем чуть-чуть. Сейчас я его обжарю и добавлю к нему риса. Такой крупненький вчера купили, японский. Я люблю круглый, чтобы он покрупнее был. Арборио вообще мне нравится, но он сейчас такой дорогой. В глобусе вчера его видели по 319 рублей, но это уж слишком, конечно. Пересыплю в свои мега удобные баночки. Они прям великолепные. И штабилируются они друг на дружку прям хорошо. И места в шкафу много не занимают. То есть они... Сейчас скажу. Вот что получается, когда одной рукой снимаешь, а второй работаешь. Что это такое темненькое? Ничего. Ну вот, мега удобные баночки. Смотрите, как они штабилируются классно. И много места не занимают. То есть они прям, можно их поставить практически вплотную друг к дружке. Вот. И в одну баночку помещается 800 грамм риса. Даже 900 здесь поместится, возможно, и килограмм. Всыпала сюда же рис. Разравниваю. Добавляю кипяченой водички. И оставляю тушиться, ну, минут на 30-40. Короче говоря, до готовности риса. Хорошо вспомнила посолить, забыла рис. Фарш-то я уже солила, а вот рис недосоленый получится, точнее, совсем практически не соленый.
что, у нас здесь все готово. Здесь все подсоединил, да, Жень? Мгм. И снизу здесь, в этих участках, на холодную и на горячую воду. На все про все ушло полдня примерно. И это все с учетом того, что такая работа проводится у нас впервые. Мы до этого ничего не умели, мы ни сантехники, ни слесаря. Вот, всему обучались в Ютубе. И все замечательно у нас получилось. Ну, в большей степени, конечно, у Жени. Я так кое-где чуть-чуть помогла. Осталось подключить вот этого белого друга. Ну и все, в принципе, на сегодня работы закончены. Вон, видите, сколько у нас здесь мешков, позагребневые плиты. Еще там вот машина стоит с мешками. Это все для новых жильцов будут делаться ремонты. По переселению, которые, как мы, еще 36 квартир выкупила администрация, будут заселяться, будут им ремонты делать. А здесь все уже, да, установил? Все, вода течет, идет, нигде вроде бы не капает, не подтекает, все хорошо. Но мы будем за этим, конечно, еще пока тщательно наблюдать. Так, бойлер мы повесили. Теперь мы едем к Жениным родителям. Хотим помочь поменять входной замок на двери, на входной. А вот они, эти мешки, про которые я вам в окошко показывала. И плиты. И Женька меня ждет. Старый сняли, ставим уже новый. Ну и что, по факту там было 4 болта плюс 2, 6 болтов. Всё. Да, Делов сколько у нас? замок Полчаса? сделан. Вот. Ходим тут в спортмастере, развлекаемся. Курточки всякие меряем. Вообще за носками приехали, носки нужны были. Вон в сине взяли. 400 рублей Женьке на работу надо ходить. Черные обычные. Слушай, ну смотрится она прям круто, мне нравится. Смотрится прям круто. Да, но она и стоит круто. 9 тысяч со скидкой 50%. Сейчас вся зима здесь со скидкой. Все теплые вещи. Да, отлично смотрится вообще. Шикарно, ага, классно. Вон она была, сколько? Была 18 500, стала 9 300. Видишь, да, она все. 800. Ну, вообще цена хорошая. Ну, я как у меня зеленый вид. А, да, такая же. Стой. Да. Протестовская 5500, слушай, тоже хорошая. И цвет такой приятный, двойной, да, получается. И вот это тоже приятный, горчичный. Черное вообще сочетание хорошее. Ты такие не любишь. А вообще в межсезонье очень выгодно покупать вещи. Да, ничего, пожалуйста. Очень во многих магазинах распродажи проходят. Ну, то есть вот четкие 50%. Худи пумовская 4800 был, 9500. Ох, Она большая. слушай, но она не смотрится большой. Она вот такая, мне кажется, и должна быть. Она так сидеть и должна. Я думаю, что да, потому что если она будет более в облипку, то она уже будет смотреться совсем по-другому. Если вот с этими джинсами она, кстати, классно сочетается. Не, наоборот, круто, что она длинноватая такая и чуть широка. Да, широка чуть-чуть себе. Наоборот, хорошо смотрится. А если померить 48? Ну, померяй хочешь для сравнения, но она должна быть вот именно такая. Ну, то есть она вообще будет. Такая немножко небрежная она должна быть. Угу. Примеряемся дальше. Слушай, классно, это какой-то в соломенной шляпе из мультика. Да. Она мне очень нравится, такая яркая, солнечная, суперская. Ну да, она классная, мне почему-то вот не очень этот бренд, если честно. Слушай, ну вот это, конечно, классно очень. Мне прям она запала в душу. Крутая, протестовская. Плотненькая такая. Подсолнух. Хороша шляпа. Может, не знаю. Цвет шикардосный. Ну-ка, дай, повернись принт. Класс.
Единственное, что вот по плечам, да, как-то они торчат. Ну вот немножко вот эти вот кончики плечей, видишь, они торчат. Но мне кажется, это из-за вешалки, может быть, как она висела. Может быть. Нормально, да? Принт вообще прекрасный. Цвет яркий, красная. Но мне нравится, как она на тебе сидит. Мне нравится. Тоненький лонгсливчик. Цвета сочетания приятные. И регланом рукава, видишь, как сделаны. Ну, то есть они не прошиты так, просто принт так выполнен. Ну, круто. Вполне себе, очень даже. И по цене 1800. 48, но можно, да нет, больше размер будет тебе велик. С покупочкой. Мы тут уже плавно в атаку переместились, разгуливаем. Кое-что взяли. По молочке смотрим по ценам. Сладости на развес. Все, что хотите. Печенье, пряники. Ну и цены. Видно, я думаю, вам. Но если честно, вид у этого всего оставляет желать лучшего, конечно. Жень, не будем мы брать здесь. Ну, мне не нравится здесь. Мы уже по Чижику здесь ходим. Я не буду здесь ничего снимать. Обзорников этих очень много в Ютубе. Я говорю, столько обзорников в Ютубе, каналов, специализирующихся на этом. Все видели вы, все знаете. Я говорю, слышь, Жень, снимать ничего не буду, а все равно снимаю. Кружки красивые, да? Весенние прям. И объем хороший у них, большой, мне кажется, какой. 480 миллилитров. Да, по 199. А знаешь, какие мне пледы понравились? Я видела у кого-то на канале. Вот эти. Только в цвете олива. Смотри, какой он красивый. Единственное, у него состав акрил идет. Акрил. Но он как будто разбирается в этом. Но он красивый очень. Да, 100% полиэстер, синтетика. 130 на 170. Но он такой классный. Цвет мне просто очень понравился. Красивый. И вот еще, видишь, наборчики, какие завезли. Доска. С лопаточкой, ложка, да. Ну, не суть. 400 рублей я вам посмотрела. Но нам не надо. Так, а давайте-ка, пока я меняю фильтр, помыла заодно кувшин. Еще нужно прокипятить чайник с лимонной кислотой. И вот эту воду при замене фильтра нужно сливать несколько раз. Ну, это я так, все, в принципе, знают, зачем я вам об этом сказала, я не знаю. Вот, все время тяну время почему-то с этим фильтром, так что если у кого тоже нужно уже, пришло время поменять, меняйте. Оно пришло. Давайте я вам покажу, если хотите, хотя если не хотите, я вам все равно покажу. Вот, что мы сегодня купили. Ну, небольшая совсем покупочка у нас получилась. В Чижике молоко. Впервые берем такое молоко Светаева и вообще этого производителя. Никакие продукты мы не брали. Хотим попробовать. И я посмотрела, в составе идет молоко цельное, а еще бывает молоко нормализованное. Ну вот говорят, с цельным лучше вроде как. В Атаке ряженку тоже. Атаковскую, ашановскую вот эту продукцию, если честно, ни разу тоже не брали. Попробуем. Просто по составу. Мне понравилось. Молоко цельное, сливки, закваска молочно-кислых микроорганизмов. 350 грамм. Надеюсь, что будет вкусное. В холодильник убрала, чтобы не испортились. Больше я просто смотрю, больше ничего нету. Кстати, пока вот еще с фильтром была эпопея, я нашинковала капусты. Вон целый контейнер получился. Видите? Нашинковала. И либо завтра... Вот зачем я крышку открыла? Чтобы вам показать. И либо завтра сделаю тушеную капусту, потушу, либо это на пирожки уже пойдет. Вот. А здесь у нас уже начатая пачка овсяных печений. Женя их берет в магазине No Name. Я их сейчас переложу вот в эту баночку. Он, наверное, съел штучки 4. И вот эту упаковку получилась на 160 рублей. А вы знаете, от них такой аромат вкусный. И они прям свежие-свежие, смотрите. Вот с этой стороны. Оп. Видите, какая красота. Очень свежие, мягкие. Хорошо, что купил.
Так, еще у нас здесь яблочки, которые мы взяли в Атаке. Смотрите, какие красивые. Я вам прям на стол положу. Мне нравятся яблоки, которые, я не знаю, как они называются, я сейчас на упаковке посмотрю. Вот название: яблоко Red Del, новый урожай. Они очень вкусные. Они идут с горчинкой, с некой, но при этом сладкие. Здесь у нас получилось чуть больше килограмма на 140 рублей. Не только Женя раздербанил свои сладости. Мы заезжали в Чижик, взяли палочки сдобные с джемом из малины и ежевики. Очень вкусные, очень мне нравятся. Они настолько мягкие и рассыпчатые. Смотрите, прям свежие-свежие тоже. И очень прям с чаем вообще на раз-два уходят. По цене 99 рублей. Магазин Син, мы вам уже показывали. Обычные черные короткие носки. Не очень они, конечно, хорошего прям качества, но пойдут. 55 хлопок, 43 полиэстер, 2 эластан. Упаковочка 400 рублей. Здесь у нас в упаковке сколько пар? Раз, два, три, четыре, 5 пар. 5 пар. Для работы подойдут, но не совсем уж они плохие. На какое-то время их хватит. Не спрашивайте, зачем мне это, если у нас нету ни дачи, ни огорода. Не могу я пройти мимо семян. Вы представляете, что-то во мне такое проснулось. Я хочу постоянно что-то сеять. В прошлом году я сеяла и сажала домашний огород. У меня есть и земляника, я выращивала, и помидоры, довольно-таки, кстати, неплохие помидоры черри у меня получались. Взяла шпинат, попробую дома посадить. Я, если честно, не читала еще, насколько его можно вообще дома вырастить и насколько он капризный. Ну, посмотрим. И огурец. Ну, почему нет? Я посею его сейчас, ну, не прям сейчас, на днях. И высажу потом на балконе. Попробую, может, что и получится. Огурец Герман F1. Я не очень разбираюсь во всех этих историях, но очень мне это все нравится. Вот этот огурец по 70, нет, 80 рублей, по-моему, стоил. А шпинат тут совсем недорого. Похрустеть. Гренки с чесноком. Состав неплохой, что удивительно. Солодовый хлеб. И что здесь? Масло подсолнечное, масло рафинированное, дезодорированное, чеснок сушеный и соль. Вы знаете, в принципе, в них больше ничего и нету. Поэтому решили их попробовать. Может быть, даже и вкусные будут. В этом ничего интересного. Сахар, песок закончился. Опять же в Атаке пряники. Вы знаете, мы такие пряники похожие вот этой фирмы Ламберти брали под Новый год в магазине Метро. Уж насколько они мне понравились, такие они были вкусные, и сейчас мы их увидели в Атаке, только другая упаковка, и я думаю, что и начинка там будет другая. 170 рублей упаковочка, здесь 200 грамм, а давайте ее сейчас и откроем, посмотрим заодно сразу, какие они. Аромат вы не представляете, сразу разнесся на всю кухню. И какими-то вот специями. Я сейчас в составе посмотрю, из чего они. А давайте разломаем вместе с вами один и посмотрим. Они без начинки. Просто пряничек. Ой, ну аромат вы просто себе даже представить не можете. Давайте срочно смотреть состав. А вот оно, все просто. Здесь из пряностей и корица, и кориандр, и гвоздика, и имбирь, и душистый перец. Вот поэтому здесь так специями запахло. Прям, я серьезно говорю, на всю кухню. И еще и натуральный ароматизатор апельсин. Буду с удовольствием пробовать. Производство Польша. Девчоночки, мальчишки, я тут кусочек уже откусила, попробовала. Если будет у вас возможность, берите, не пожалеете. Да, они, конечно, дороговатые, но вкус от души прям советую. Ну и здесь то, что осталось. Конечно же, мы взяли этого синего глубокого цвета худи для Евгения Евгеньевича. А почему? Да потому что он идеальный, и совсем не жалко было потратить эти деньги на него. На этот худи я имею в виду. Посмотрите на качество. Я, честно, давно не видела
такого хорошего качества в вещах. Не знаю, как он будет носиться, конечно, но эта вязка, эта вышивка, все великолепно. Реглан, смотрите какой. Даже здесь шнуровка и как все отделано, как капюшон отделан. Снутри на хлопковом подкладе. Ценник 4750. Мы вам говорили уже, размерчик 48,50. Как на Женьке сидит, вы видели. Ну, делитесь своим мнением, понравилось вам или нет. Стоит он этих денег, не стоит. Идеальный. Просто идеальный. Кстати, я не видела состав. Что здесь у нас по составу? А ничего не понятно здесь по составу, надо листать. А вот нашла, пролистнулась. Это у нас оказывается 100% хлопок. 100% катон. А если вы думали, что я шучу, да нет. Вот смотрите, сколько у меня этих семян. Достала вам показать. Вы посмотрите, чего у меня здесь только нету. Чего здесь только нету. Скажите, зачем мне это, если у меня нету ни огорода, ни даже кусочка маленького. Это что у нас? А, я подумала, что... Или это и есть шпинат? Я, значит, тоже сажала шпинат, пробовала. Представляете? Один в один причем. У меня, наверное, не получилось. Ну ладно, будем пробовать еще раз. Даже я не помню, что я его пробовала. Кабачки дома сажала. И они даже один раз дал плод. Но это надо пробовать еще. Стараться. Рукколу сажала дома. Растет. Томаты черики, земляника, вот, видите? Я не вру, я честно все говорю. Смотрите, чего здесь только нету. Салатики. Кстати, салаты дома растут очень даже неплохо. Свои салаты дома это хорошо. Вот надо мяту посадить, посеять. Овощная мята. Так, а это что? А вы не поверите, что я еще сажала? Я сажала даже... Ну, кориандр это ладно. Кориандр, кстати, растет тоже. Я сажала арбуз. И он у меня цвел. Но просто я не довела до конца это дело. Редиску сажала. Ну, с редиской, вот, кстати, с редиской дома очень сложно. Появился дома балкон в новой квартире. Теперь на балконе можно попробовать. Набрала еще каких-то недорогих семян. И капуста пекинская здесь у меня. И еще редис. Вот то, что открыто, это я все пробовала сажать. Салат неженка. Вы только посмотрите. Салат московский. Озорник. И перец здесь. Кстати, перец снимала урожай, только такие маленькие перцы, не острые, сладкий маленький перец. Было довольно-таки немало, я вам хочу сказать. И вот видите, огурец, открытая пачка семян. Тоже пробовала сажать, но вот с огурцами у меня не сложилось. Короче говоря, это у меня еще не все. Это я вам не все достала. Что-нибудь я еще попробую, наверное, посеять, подсадить. А почему нет? Снова и снова, пока не добьюсь результата, который меня устроит. А еще сегодня заварили кисель, который мы в Чижике покупали уже, наверное, месяц у нас лежит без дела, лежал. Вы знаете, вкусный. А почему заварили? Потому что он вот быстрого приготовления. То есть добавляете кисель и заливаете кипящей водой. И там прям кусочки ягодок. Нам понравился. Вкусный. Мы в Леруа грунт хотим взять. Да, они все что-то, да, все порванные. Буду что-нибудь сажать, сеять. Здесь в цветах ажиотаж такой. 8 марта все готовятся. Столько людей здесь. Красивые продаются цветочки. Очень. Мне вот эта вот азалия понравилась. Красивые, да, цветочки, беленькие мне нравятся. И вот эти нарциссы тоже, смотри, как здорово. Даже на 8 марта, чтобы не букет дарить, да, кому-то, а Да. вот в горшочках маленький подарил. И красиво. Тюльпанов куча тоже. Жень, смотри. Женечек. Что это? Бегония. У нас сегодня немного суетной день. Сегодня 8 марта. Мужчины устроили флешмоб, все с цветами, все с букетами, все красивые, ой, все нарядные. Я вот тоже немножко
принарядилась. Поедем сейчас, купим цветы, заедем к родителям, к маме, к Жениной и к моей, поздравим. И, наверное, поедем прогуляемся. Вот, я с собой приготовила пакетик, чтобы домой не заезжать. Я, наверное, попозже переоденусь, если на улице будет прохладно, чтобы можно было спокойно, долго гулять. Надену сейчас шарф и поедем. Цветы мы покупаем в Леруа. Там, кстати, выбор всегда очень и очень хороший, богатый выбор. Они всегда очень тщательно к этому дню подходят. Ну все, я одеваюсь. Готово? Ну что, поехали? Евгений Евгеньевич сегодня в жилетку нарядился. Жилетка, шапка, рубашка в клеточку, его любимая зеленая. Мы на пути в магазин. Солнце светит сегодня просто потрясающе. Все небо голубое, ни одного облачка. И очень тепло на улице. Градусов, а сейчас я посмотрю. Ну пока еще только 6, да? Пока что 6, но сегодня обещают все 10 градусов. 8 марта, представляете, Подмосковье. Когда такое было? Приехали, смотрите, вам не из окошка машины покажу, какая сегодня погода. Класс. Солнце так ярко светит, и оно такое теплое. Супер. Сейчас запакуем, взяли типа пергаментной бумаги, там упаковочную. Запакуем, сейчас будет очень красиво. Цветочки весной, это замечательно. Вот такой букетик у нас получился. Как транспортировочная упаковка вообще отлично, а дома они все равно в вазу поставятся. Несем красоту весеннюю. Смотрите, какое название у аптеки. Аптечество. Первый раз такое видим. Зашли в Смарт, заодно кофеек возьмем. Здесь помылка, зефир. И Женя себе он гренку взял. Машу показывают. С этим цветком мы делаем то же самое. Оборачиваем его в упаковочную бумагу. Да, сделай, как вот, ну, наполовинку, наверное, чтобы она просто подготовленная лежала. Надел шляпу себе. Солнечный мальчик. Весенний. Ой, дурачится. Ну, ломать ее? Ну, поломай напополам. На, пробуй. А мы уже гуляем. Едем, сами не знаем куда. Как всегда. Как всегда, У нас как весна. лето. Да. Как весна начинается лето, так мы поехали по полям, по лесам. Не хотите вместе с нами прогуляться по замечательному, практически новому мостику, совсем не трухлявому? Ты хочешь до той стороны дойти, Жень? Ой-ой-ой. Ну, если честно, здесь немного страшно. Ой, да здесь все здесь все ходуном ходит. А в позапрошлом году мы здесь прям переходили его, да? Здесь такого не было, безобразия с мостом с этим. Или даже 2 года назад, когда мы здесь были. Не, я туда точно не пойду, Женька.
Зато здесь красота такая. Киржач такой интересный город, оказывается. Дома по большей части такие исторические, деревянные. Я тебе больше скажу, знаешь, что? Смотрите, дерево в ковре. Вы такое видели где-нибудь? Ты такое видел? Да. Интересный город, да? Когда здесь первый раз. А здесь не Да, милиция. Все, хотим выбраться из этого славного города Киржач. А мы тем временем доехали до заката.